акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем белую акацию. Мы с вами уже рисовали белую акацию, и ссылку на это видео я оставлю в конце этого видео. Тогда мы рисовали акацию весьма абстрактно. Сегодня же мы будем рисовать ее контуром и заливать фон. Итак, приступаем. Начинаем с того, что рисуем цветки акации. Для этого нам потребуется средняя или малая кисть и черная краска или черная тушь. Я работаю черной краской. Мы работаем контуром, и поэтому работаем самым кончиком кисти. Работаем аккуратно. И что главное понять в работе контуром? При изображении какого бы то ни было объекта нам нужно думать о его форме и структуре и передать ее. В данном случае, как вы видите, цветки акации, они похожи по форме на бабочек. То есть представьте себе, что вы рисуете бабочек просто в разных ракурсах, их 4 крылышка. И также у грозди акации внизу будут еще не раскрывшиеся цветки, которые, кстати, даже иногда не успевают раскрыться, которые будут по форме похожи на капельки, иногда немного угловатые формы, не всегда обтекаемые. И как видите, в середине было оставлено пространство, чтобы нарисовать ветку. По такому принципу мы изображаем все остальные цветки и грозди акации. Как вы видите, гроздь она имеет треугольную форму, весьма вытянутую, кверху широкую и внизу узкую. Так мы изображаем несколько гроздей и затем прорисуем серединку. Смешаем желтый с белым, потому что желтый сам по себе весьма прозрачен, и просто двумя точками в середине цветка, который мы оставляем кончиком кисти, обозначаем эту серединку. Можно примешать оранжевого в большей степени или в меньшей, и так разнообразить и ввести такую некоторую динамику цвета. Так мы делаем во всех цветках, почти во всех. Где-то можно и пропустить. Теперь переходим к листьям. В данном случае я набираю темно-зеленый цвет. Все зависит от цветового решения вашей композиции. И какие мазки я делаю? Начинаю с кончика, фиксирую кисть на кончике, потом прижимаю кисть целиком, веду мазок в нужном мне направлении, и к концу мазка либо я отрываю кисть, либо опять привожу ее к кончику. Выстраиваю 2 ряда таких мазков и получаю ветку с листьями. В середине остается пространство для того, чтобы прорисовать, собственно говоря, саму веточку. Меняйте цвета. Оттенки зеленого, я вот ввела даже коричневый. Берите один оттенок как основной и другой на кончик. Теперь это можно делать, а можно и нет, это по желанию. Взяв черный цвет, я кончиком кисти обвожу контуром в некоторых местах серединки цветков, не везде, а в тех, которые я хочу более выделить и подчеркнуть. Как я уже сказала, это выборочно, то есть это можно как делать, так и не делать. А можно не обводить, а поставить просто 2 маленькие черные точки на уже существующих больших желтых точках. Далее мы делаем контур на листьях. Не контур, мы рисуем прожилки на листьях. Можно и обвести листья контуром. То есть это тоже опционально, этого можно было и не делать. Для этого нужно взять более темный оттенок того цвета, который, собственно говоря, лист, на котором вы изображаете прожилки. И тонкой линией мы рисуем одну центральную и несколько боковых прожилок. Работаем кончиком кисти. Мазок – это линия от точки до точки. Я сделаю это не на всех листьях, а только на части из них. Следующее, что мы с вами делаем, это прорисуем веточки, для которых мы оставили пустое место. Для этого я смешала коричневый с зеленым и провожу линию. Сначала фиксирую кончик, немного его прижав, а затем провожу линию от толстого к тонкому.
Для получения более толстой линии я более прижимаю кисть, для более тонкой линии я менее давлю на кисть. И таким образом я провожу линию, она не везде прямая, как вы видите. Теперь от полученной центральной линии ветки, на которой держится гроздь, мы сделаем ответвляющиеся веточки, на которых держатся цветы, цветоножки. Это мы делаем самым кончиком кисти, потому что веточки очень тонкие. И делать это достаточно легко и быстро, даже можно сказать слегка небрежно, тогда это будет смотреться более профессионально. И на кончиках этих самых цветоножек в некоторых местах, где получились пустые цветоножки, мы поставим точки самым кончиком кисти тем же цветом. Делаем это на всех ветках. То есть можно было нарисовать цветы очень плотно друг к другу и не оставлять в середине никакого пространства. Тогда бы не было необходимости прорисовать эту центральную ветку и от нее ответвление. Или же вот есть такой вариант, можно всегда делать по-разному. Теперь, затемнив тот же цвет, то есть добавив в него больше зеленого, мы на тех цветках, которые еще не раскрылись, на бутонах, у их основания поставим кончиком кисти небольшие отпечатки. Не везде, в некоторых местах выборочно. Если вы посмотрите на живую акацию, вы увидите, что так оно, собственно говоря, в природе и есть. Делать это тоже быстро и весьма так хаотично, рандомно, чтобы это смотрелось более естественным. Следующее, что мы с вами делаем, это проведем несколько веточек. Возьмем, смешаем опять же коричневый с темно-зеленым и кончиком кисти тонкой линией мы проводим веточку. Лучше всего всегда в начале движения, особенно линий, фиксировать кисточку на кончике точкой и затем уже делать уверенную линию прямую или дугообразную. Теперь начинаем заливать фон. То есть есть выбор. Можно было оставить рисунок и таким, как он был, и без какого бы то ни было фона. Можно лишь слегка вокруг гроздей, цветков и в середине немного сделать заливку тем же самым способом. Или же, вот как я сделала, сделать более светлую заливку, а потом около самых гроздей в середине, пока краска там еще сырая, это важно, добавить более темный цвет, чтобы еще более подчеркнуть и выделить вот эти грозди, их форму и пышность их цветения. Собственно, здесь важно иметь на кисти достаточно влаги. То есть если краска она будет постепенно все более впитываться, растекаться и попадет немного на цветы, то это не страшно в данном случае, это будет смотреться даже интересно и будет даже сходить как за какой-то задуманный эффект. Так мы поступаем со всем рисунком, и это будет последнее, что мы с вами сделаем. Вот, собственно говоря, композиция и готова. Чтобы понять, как это окончательно выглядит, надо дождаться, пока работа абсолютно высохнет. Надеюсь, вам было интересно. И оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вы хотели, чтобы мы вместе нарисовали.